Сегодня приготовим ужин из одной куриной грудки. Получается блюдо ресторанного типа. Будем делать ленивый рецепт по комментариям одного из зрителей. Всем привет, друзья! В глубокую тарелку добавляем 2-2,5 столовых ложки майонеза, 1 чайную ложку острой горчицы, 1 чайную ложку сладкой паприки, 1 чайную ложку смеси разных перцев, примерно 4-5 небольших зубчика чеснока нужно пропустить через чеснокодавку. Сюда же вбиваем одно куриное яйцо и вливаем примерно 1,5-2 столовые ложки соевого соуса. Ну а дальше все, что есть в тарелке, нужно будет очень хорошо перемешать до однородного состояния. И у нас очень вкусный маринад будет готов. Дальше мы берем грудку одной курицы и нарезаем полностью все мясо на кубики, прямоугольники, квадраты, что у вас получится. Но чтобы толщина этих кусочков была 1-1,5 см, не больше, для лучшей прожарки. Ну а затем полностью все нарезанное мясо отправляем в маринад. Затем все очень хорошо перемешиваем, так чтобы каждый кусочек мяса покрылся маринадом. Ну и так как мы сегодня будем ленивыми, в эту же тарелку мы добавляем 1 столовую ложку кукурузного крахмала, 1 столовую ложку панировочных сухарей из белых сортов хлеба. Еще нам понадобится кукурузная панировка 2 столовые ложки. Поскольку сама кукурузная панировка немного крупная и жестковатая будет на вкус, я ее отправляю в кофемолку и немного перемалываю. И только после того, как все перемололось, отправляем ее в общую тарелку. Ну а сейчас опять-таки нужно будет все очень хорошо перемешать, чтобы все панировочные сухари и кукурузная панировка равномерно распределились между всеми кусками мяса. После перемешивания тарелку нужно будет накрыть пищевой пленкой, либо же крышкой, если у вас есть такая большая. Ну а дальше эту тарелку отправляем в холодильник до того момента, как мы будем обжаривать. Напоминаю, я эту процедуру начинал делать с утра, так как я говорил, что это все будет лениво, потому что вечером я приду с работы, немножко буду усталый, и мне останется только обжарить. Не нужно ничего готовить, только обжарить. Итак, пришел вечер, достаем все из холодильника. Видим, пленка не дала испариться полностью всей влаги, которая была в тарелке. Никаких действий, никаких процедур мы больше не делаем. Устанавливаем сковородку на огонь чуть ниже среднего, дадим подсолнечному маслу немножко раскалиться и укладываем кусочки мяса для обжарки с двух сторон до полной готовности. Это занимает примерно по 2 минутки с каждой стороны. После того, как ваше мясо будет обжарено, снимаем его в отдельную тарелку. Тарелку можно будет застелить еще бумажным полотенцем. Я не застилал, потому что так будет намного сочнее. И наслаждаемся очень вкусным ужином. Также можно будет приготовить любую вермишель, картошку либо спагетти. Но так как мы сегодня ленивые, мы просто обжарили мясо. Ну и вот посмотрите по итогу, какая красота у нас получилась. Первые порции будут немножко светлее, самые последние порции будут уже немножко темнее. Это от того, что панировочные сухари остаются под подсолнечном масле, и мясо у вас будет немножко потемнее. Но вы только посмотрите, каким аппетитным, ароматным и очень вкусным у нас получился ужин. Все очень сочно, нежно, и я вам скажу, что не всякий Макдональдс сравнится с этим блюдом. На этом, друзья, у меня на сегодня все. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями. Также еще рекомендую посмотреть очень вкусный рецепт очень сочно вкусных котлет. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!